Приветствую на моем канале. У меня в руках книга русских народных сказок. Эта книга была у меня в детстве. Я ее очень любила и перечитывала. Потом она куда-то делась, и только в этом году, спустя много лет, мне удалось ее найти. Перечитывая уже сейчас во взрослом возрасте, мне стали открываться некоторые факты, которыми я хотела бы с вами поделиться. Надеюсь, видео будет для вас интересным и, возможно, даже полезным. Наливайте себе чай, кофе, и мы начинаем. Для начала, кто такой Александр Афанасьев? Без этого никак. Это один из самых известных собирателей русских народных сказок. Его работа над фольклором началась в середине XIX века. Он получил образование в гимназии и Московском университете, где изучал юриспруденцию, но интересовался историей и литературой. Афанасьев издал 8 томов народных русских сказок, ставших важным вкладом в фольклористику и сохранивших множество народных историй. Он использовал разнообразные источники для своего сборника сказок. Основными из них были записи других собирателей. Значительная часть сказок была передана ему Владимиром Далем, который предоставил свои записи. Также Афанасьев работал в архиве Русского географического общества, где изучал собранные сказки из различных регионов России. Использовал личные записи. Хотя сам Афанасьев записал лишь небольшое количество сказок, он переосмыслил и структурировал материал, собранный из разных источников. Его работы изменили восприятие русского фольклора, показав, что он не является вторичным по отношению к западной культуре, а имеет свои уникальные черты и традиции. Но несмотря на все, Афанасьева в его время подавали жесткой цензуре. Он жил политическими событиями того времени. Очень сочувствовал угнетенным крестьянам, был критиком царской реформы, презирал духовенство. Афанасьев активно публиковался в ведущих журналах и специальных научных сборниках. Создал собственный журнал «Библиографические записки», способствуя распространению знаний о русской литературе и культуре. Но далеко не все и не в том изначальном виде появлялось перед читателями. Он осмысливал русские сказки в понятиях мифологической школы. Его приверженцы видели в происхождении образов зависимость от древнейших мифов, которые относились к обожествлению природы. Александр Николаевич стал представителем мифологической школы, исследуя сходство между сказками разных народов и подчеркивая их культурную значимость. Афанасьева также запрещали в связи с тем, что многие сказки содержали эротические и антиклерикальные элементы, что привело к их цензуре. Он подготовил сборник «Народные русские сказки не для печати» и тайно переправил его в Европу, где он был анонимно опубликован в 1872 году под названием «Русские заветные сказки». Этот сборник был запрещен по настоянию Святейшего Синода. Это только подчеркивает, насколько важными были эти истории для народа, и сейчас расскажу почему. Эротические сказки были распространены в русском быту по нескольким причинам. Во-первых, они отражали древние языческие традиции, связанные с плодородием и сексуальностью. Во-вторых, такие истории служили своеобразным воспитательным инструментом для молодежи, помогая развеять смущение вокруг интимных тем. Эротические сюжеты часто высмеивали пороки духовенства и высших слоев общества, что позволяло народу выражать недовольство существующим порядком. Таким образом, заветные сказки служили не только развлечением, но и важным инструментом социального комментария. Афанасьев использовал множество символов и метафор в своих эротических сказках. Например, насекомые часто символизируют интимные отношения. Природа служит метафорой сексуального пробуждения, а кулинарные образы могут иметь двойное значение. Это позволило авторам говорить о запретных темах, оставаясь в рамках народного фольклора. Итак, сказки Афанасьева – это не просто увлекательные истории, это важная часть нашей культуры, которая помогает нам понять традиции и взгляды прошлого. Я записываю сказки для моего YouTube-канала, но пришла я к этому необычным образом. Все началось с этого портрета. Мое творчество связано с интуицией, и в какой-то момент я поняла, что мне нужно нарисовать 2 родовых портрета. Я создавала архетип, но вы бы знали, какие глубокие эмоции и впечатления у меня вызывал этот портрет. У меня произошла такая распаковка. Я впервые попробовала плести макраме, потому что у меня возникло непреодолимое желание попробовать. Вспомнила спустя много лет как раз-таки про эту книгу сказок и смогла ее наконец-таки найти. У меня был длительный перерыв в творчестве, но после этого портрета пошел такой поток вдохновения, что я начала рисовать один портрет за другим. И в какой-то момент мне пришла идея совместить мое творчество с чтением сказок.
потому что это часть нашей культуры, и мне интересно в это углубляться. Если вам понравилось это видео и интересен этот контент, подписывайтесь, ставьте лайк, добро пожаловать на мой канал. Тем, кто уже подписан, отдельная благодарность. До встречи в новых видео.